Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Сижу-Вяжу, с вами Яна. Сегодня мы провяжем с вами универсальный фоновый узор. Лично для меня он является лидером среди прекрасных узоров, которые вяжутся совершенно просто и выглядят потрясающе. Мы провяжем его с вами поворотными рядами в шахматном порядке, а также и по кругу. Ну а для того, чтобы провязать этот узор поворотными рядами, наберите на спицы четное количество петель плюс 2 кромочные петли. Узор этот вяжется только лицевыми петлями, и в высоту этот узор состоит из двух основных рядов. Для своего образца я набрала 5 раппортов и 2 кромочные петли. И в этом узоре обязательно нужно провязать один установочный ряд, который состоит из лицевых петель. Итак, установочный ряд, все петли лицевые, и провязываем мы его с изнаночной стороны полотна. В конце ряда кромочную петлю я провяжу изнаночной. Первый лицевой ряд. Кромочная. Первая петля лицевая. Вторая петля также провязывается лицевой, но из-под второй петли мы должны поднять вот эту перемычку и накинуть ее на правую спицу. Это является раппортом первого ряда. Повторяем. Одна лицевая, вторая лицевая. Из-под второй петли мы поднимаем вот эту перемычку на правую спицу. Лицевая, лицевая с поднятием перемычки. И кромочная. Второй изнаночный ряд. Обратите внимание, как расположены петли. У нас на спице сдвоенная петля, одинарная петля, сдвоенная, одинарная. Так вот, кромочную мы переснимаем, сдвоенную петлю мы провязываем одной лицевой за переднюю стенку. Вторая петля также провязывается лицевой. Это раппорт второго ряда. Повторяем. 2 вместе, одной лицевой за переднюю стенку, одна лицевая. В конце кромочная, изнаночная. Мы провязали с вами основной раппорт, высоту, состоящий из 2 рядов. Сейчас мы повторим все то же самое, но в шахматном порядке. И я вам дам небольшой маячок, как ориентироваться в этом узоре. Кромочная. Смотрите, в нашем раппорте 2 петли. Одна из них с одной перемычкой под петлей, вторая петля с двойной перемычкой. Вот одна и сверху вторая. Под второй петлей 2 перемычки. Так вот, эту петлю с одной перемычкой мы провязываем лицевой и поднимаем эту перемычку на правую спицу. А петлю с 2 перемычками мы просто провязываем лицевой. Раппорт третьего ряда. Повторяем. Лицевая с поднятием перемычки на правую спицу. Одна лицевая. Лицевая с поднятием перемычки. Одна лицевая. И кромочная. Четвертый изнаночный ряд. Здесь картина точно такая же, как и во втором ряду. У нас сдвоенные петли на спице и одинарные. Кромочную переснимаем, провязываем одинарную петлю одной лицевой, двойную петлю 2 вместе, одной лицевой за переднюю стенку. Одинарная петля, двойная петля. Одинарная одной лицевой, двойная 2 вместе, одной лицевой за переднюю стенку. Мы провязали этот узор так, как он вяжется поворотными рядами. Узор уже виден, но он еще полностью не сформировался. Мы посмотрим его немножечко позже. А сейчас давайте провяжем этот узор по кругу. Ну а для тех, кто хочет провязать этот узор по кругу, наберите также на круговые спицы четное количество петель и 1 петлю для замыкания в круг. Я покажу вам, как этот узор вяжется по кругу на 2 прямых спицах.
При этом буду использовать 2 кромочные петли для фиксации ниточки, но это нужно только мне, вы на это внимание не обращайте. И перед тем, как мы приступим к провязыванию этого узора, мы должны провязать один установочный ряд обязательно изнаночными петлями. Итак, первый ряд. 1 лицевая, 2 лицевая с поднятием перемычки. Этот ряд вяжется точно так же, как и при поворотном вязании. 1 лицевая обычная, 2 лицевая с поднятием перемычки. Второй ряд. Здесь точно так же мы увидим одинарную петлю и сдвоенную, одинарную и сдвоенную. Одинарную петлю мы провяжем изнаночной. Двойную петлю мы также провяжем изнаночной, но 2 вместе одной изнаночной. Повторяем. 1 изнаночная, 2 вместе, 1 изнаночной. Третий ряд. Третий ряд провязывается так же, как и при поворотном вязании. То есть первая петля с одинарной перемычкой под петлей провязывается лицевой с поднятием этой перемычки на правую спицу. Вторая петля с двойной перемычкой под петлей провязывается просто лицевой петлей. Повторяем. Лицевая с поднятием перемычки, 1 лицевая обычная. И последний 4-й ряд мы также видим сдвоенные и одинарные петли. Сдвоенную петлю мы провязываем 2 вместе одной изнаночной. Одинарную петлю мы провязываем просто изнаночной петлей. Ну вот мы провязали этот узор так, как он вяжется по кругу. А теперь давайте рассмотрим образец побольше. А вот такой узор получится, если провязать его выше. Узор действительно очень красивый и легко вяжется. Если вы его не вязали, обязательно хотя бы попробуйте. Я уверена, вам очень понравится. По характеристикам полотно получается мягким, эластичным, средней растяжимости. Прекрасно этот узор подойдет для всех, и для взрослых, и для деток. Из него получатся прекрасные плечевые изделия. Кофточки, кардиганы, джемпера получатся просто шикарные, великолепные. Вот так узор смотрится с изнаночной стороны. Ну а представленный узор был провязан пряжей, в состав которой входит 90% акрила и 10 бамбука. Плотность данной пряжи 240 метров на 100 грамм. Спиц для него я использовала 3,5 миллиметра. На этом у меня все. Если вам понравился узор, не забудьте отметить это пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал, кому он показался полезным и интересным. А также нажимайте на колокольчик, чтобы он оповестил вас о выходе нового узора на канале. А я благодарю вас за просмотр. Вяжите с удовольствием, будьте здоровы и до новых встреч. Всем пока!